что это физически трудно, а в том, что каждая из выкроек должна иметь определенный радиус, и результат работы виден уже в самом конце. Если вы ошиблись, то вы это поймете к концу работы. Сейчас мне немножечко легче, потому что у меня есть выкройки, которые я делал 3 года назад, но все равно приходится переподгонять и переделывать, потому что размер был другой. На данном промежуточном этапе можно видеть передок юбки, который сделан в черновом варианте, и сейчас я должен отогнуть еще заднюю часть спины в районе талии. Так бывает, что идеально все углы заранее вы никогда не продумаете, поэтому когда мы делаем такие сложные вещи, то я двигаюсь этапами. Сделали черновичок, который похож, но это не конечный вариант. После этого к этому черновику достраиваем, досоединяем следующие элементы. У меня была нагрудная часть, юбка, то есть переходная часть талия и юбка. И таким образом можно легко и практично воссоздать все нюансы. Например, здесь сзади я сейчас вижу, что у меня слабовато отогнут край части талии. И в такой сборке я легко его догну, потому что у меня все стоит на месте. Работая с тонким металлом, обычно происходит следующее. Металл, который не завязан друг на друга, как у меня сейчас, все в цельной конструкции, вы начинаете гнуть одну сторону и разгибается в другой плоскости. Вы проправляете там и загибается обратно в том месте, где вы работали. Но если завязать все вместе, тогда вы сможете отогнуть необходимую зону, и общая форма никуда не потеряется. Получается, что это небольшой лайфхак для доспешников. Черновик на юбку собран. Почему черновик? Потому что здесь еще есть мелкие нюансики, которые стоит доработать. Кроме того, здесь не хватает вальцовок.
Будет треугольная большая вальцовка в этом месте. Здесь специально для этого оставлен запас. Треугольные вальцовки будут на подвижных боковых элементах. Эти элементы характерны для доспехов 16 века. Они появились позже, то есть не в 15 веке, а в 16 веке. Они очень практичны, кстати. За счет них можно свободнее двигать руками, скрещивать их. При этом площадь защиты можно даже увеличить. По сравнению с нагрудниками 15 века и 14 века, где таких подвижных элементов нету, и или мы хорошо двигаем руками, и у нас тут дырки, или мы зашиваем грудь, и руки уже свести практически невозможно. Такая вот небольшая особенность доспехов 16 века. Кроме этого, не хватает пока что вальцовок снизу на кассетах, на задней детали, на спине. То есть в этом видео я просто собрал юбку и дополнительные детали в керасе. Следующее видео будет посвящено вальцовкам, треугольным и обычным. Самое главное в изготовлении таких больших объемных вещей — это двигаться поэтапно. Вы помните, я начал делать с керасы, есть видео про отковку нагрудника передней части и задней части. Видео будет с подсказкой. После этого вторая часть видео — это изготовление юбки, изготовление этих сегментов простых, подвижных. Третье видео будет про вальцовки. Четвертое видео, наверное, будет про закалку и шлифовку. И пятое видео будет про сборку. Объем работы большой, поэтому я разделил на много частей видео. Возможно, я сведу отдельное видео, где будет показано производство от нуля до самого конца. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока!